Начинаем подъем на вершину, на пик, который называется Чемерник. Не знаю, что это значит, но мы идем в ту сторону. Идем мы по гравийной дороге. Фантастика! Тут такое огромное количество цветов. Вот здесь еще плохо видно, но вообще сейчас какой месяц? Июнь, июль уже. Я отстал от жизни. Июль. Все цветет, огромное количество каких-то цветов, известных мне, неизвестных, и уже появляются ягоды. Мы идем и собираем землянику. Это земляника. Да. Ням-ням-ням, давай мне скорее. Вкусно? Саврина, извини, тебе пока Следующим нельзя. летом. Следующим летом. Интересно, что мы находимся в Сербии. Вообще в Сербии другая растительность и климат другой, не как в России. Но конкретно здесь мы находимся на высоте где-то 1200 метров озера на этой высоте, а мы сейчас где-то около 1400 метров. И здесь прохладно, и здесь растут те же растения, что и в России. Вот это лекарственное растение называется зверобой. Зверобой. Не знаю, почему оно бьет зверей, но это лекарственное растение. И вообще много здесь чего напоминает Россию и русскую природу. И это, конечно, прикольно. Кстати, я вижу пасеку. Смотрите, вот там находится пасека. Юля, посмотри, там пчелы роятся. Там прям жужжание пчел, и пчелы летают. Несколько роев пчел. Вот там один рой, там другой рой, там третий рой. А вот эти деревянные конструкции — это ульи. В ульях живут пчелы. Посмотрите, какие разные травы. Мы называем это разнотравье. Когда много разных трав, разнотравье. Видите, сколько всяких цветов. Обалдеть. Очень красиво, все цветет. Очень красиво. Вот я не знаю, что это за цветок. Вот это что за цветок, я тоже не знаю. В общем, очень-очень красиво. Очень красиво. Но мы еще поднимаемся. Юля, как подъем? Отличный подъем. Очень здесь классно, красиво, все нравится. Земляника, ням. А здесь у дороги растут грибы, которые называются споровики, по-моему, споровик. Или еще их в народе называют как-то топтуны. Короче, если ты топнешь по этому грибу... Ой, нет, не получилось. Вообще, когда этот гриб созрел, то в нем большое количество спор. Вот, видите? Вот они, споры. Ох, споры полетели. Поэтому, когда ты на него наступаешь, да, ногой наступаешь, то из него так вот вылетают споры. Поэтому он называется споровик. Но, я не знаю, это какой-то сербский вариант споровика. В России обычно они гораздо меньше. Эти какие-то гигантские. И вообще интересно, есть ли здесь какие-то другие грибы, какие-то съедобные грибы, которые мне известны. Я пока не видел каких-то съедобных известных мне грибов. Может быть, еще не сезон, а может быть, просто не было дождя, поэтому грибов нету. Вот какой-то гриб, но, по-моему, это не съедобный гриб. Но можно, кстати, посмотреть. О, смотрите! Смотрите! Ха-ха! Это же черника! Черника! Родная черника, которую я так любил есть и собирать в Ленинградской области. Вот, смотрите, даже ягодки уже появляются. Блин, сюда надо вернуться, когда черника поспеет, чтобы можно было поесть черники. Очень люблю эту ягоду. Вот еще один гриб. Но это явно не съедобный гриб, ну, скорее всего. Ну, в общем, да, лес интересный. Интересно в этом лесу походить, погулять и посмотреть, что здесь есть. Вот это да!
Друзья, вот это да! Здесь даже растет вот такое растение. Мы его называем иван-чай. Иван-чай или кипрей. Почему иван-чай? Потому что раньше, давно-давно в России пили чай из листьев этого растения. Есть множество способов приготовления, но если такой вот, который мне больше всего нравится способ описать, то нужно свернуть лист. Маленький, подожди чуть-чуть. Нужно свернуть лист, потом он проферментируется, и после ферментации можно высушить этот лист, и это будет такой насыщенный красного цвета вкусный чай с кислинкой и с огромным количеством витаминов. Сабрина, хочешь попробовать? Хочешь попробовать, Сабрина? Хочет попробовать чай. Тебе пока еще нельзя чай, дорогая. Мы поднимаемся выше. Уже начался лес, и посмотрите, какой потрясающий вид открывается отсюда. Просто потрясающий вид на озеро. Кстати, это озеро искусственного происхождения. Где-то там есть дамба, и вот так озеро наполнилось. Неестественное озеро, вернее, озеро неестественного происхождения, а искусственного происхождения. Вот там начинается лес. Видите, там стоят елки. Еловый лес. А здесь луга. Луга, разнотравье. Очень красиво. Вообще все цвета радуги. Все цвета радуги. А здесь вот смотрите, какие елки. Ох, какие прикольные елочки. Хотелось бы зайти туда в лес, но он такой прям дремучий лес. Дремучий, непролазный лес. Но я попробую. Опа. Так. Вот это да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите. В еловом лесу, видите, ничего не растет практически. Есть какие-то грибы, вот здесь пару грибов, а так нет никакой растительности. Это потому, что, во-первых, здесь практически нет солнца. Видите, кроны деревьев, то есть вершины деревьев заслоняют солнце, закрывают солнце. Это первая причина. А вторая причина – это хвоя. Вот эта хвоя, она содержит в себе какие-то компоненты, которые препятствуют росту растений. То есть каким-то другим растениям здесь очень сложно расти, потому что хвоя делает почву, землю, в общем, специфичной. О, а это что такое? О, а это смола. Смола, посмотрите, смола. Смола сосновая. Она очень вкусно пахнет. Господи, она великолепно пахнет. Но выглядит не очень, да? К сожалению, я не смогу вам показать то, что было наверху горы, потому что там наверху у моей камеры села батарейка. Но, друзья, я могу показать вам те кадры, которые я успел снять. Мы возвращаемся с озера. Только что мы подходили к озеру уже с другой стороны.
Ну и, в общем-то, кажется, наша идея с тем, чтобы переночевать в палатке у озера, она провалилась. Не знаю, сложно сказать. Озеро очень красивое. С этой стороны смотрится очень красиво. Но как-то не совпало ожидание и реальность, мне кажется. Я привык, что в России, как бы, если ты едешь на какое-то озеро, особенно если это большое озеро, то вокруг озера будут туристические стоянки. Что это значит? Это значит, что просто будет место, куда ты можешь приехать или прийти, и там будет место для костра, и все. И там люди будут останавливаться, люди там ставят палатки, ночуют там. Это бесплатно, это место никому не принадлежит. И везде, где есть какие-то интересные природные объекты, там речка, гора или озеро, обычно там всегда есть такие туристические стоянки, просто для людей. Но, видимо, здесь как-то по-другому. Может быть, именно на этом озере такого нет. Может быть, в принципе, здесь в Сербии немного другая культура, я не знаю. Но здесь, на этом озере, хотя оно безумно красивое, безумно привлекательное, здесь нет никакой возможности просто остановиться в палатке, насладиться природой, не знаю, зажечь костер, пожарить хлеб или сосиски. То есть для меня это немножко странно. Конечно, в России тоже не каждое озеро и будет с такими стоянками. Но вот такие большие красивые озера, как это, они обязательно будут с какими-то местами для туристов. То есть, еще раз, это не кемпинг, да, это не кемпинг, куда ты приезжаешь, и там есть какие-то удобства. Это просто вот такое место в лесу, куда просто приезжают туристы, там есть место для костра, и все. И ты можешь там остановиться с палаткой, спокойно, любой может. Вот, поэтому мы сейчас возвращаемся от озера. Мне понравилась эта часть озера. Вид просто потрясающий, но здесь, на этой стороне озера, к сожалению, вообще нет никакого подъезда или подхода к озеру. Вернее, есть, но там совершенно неудобно останавливаться. Еще сегодня сильный ветер, а ночью температура опустится до 9 градусов по Цельсию, потому что мы на высоте 1200 метров. В общем, поэтому мы решили не останавливаться здесь, а поехать дальше, найти где-то остановку, наверное, в каком-то отеле или еще где-то. В любом случае, мы поднялись в гору, мы увидели озеро, я даже искупался в этом озере. Вода очень холодная, но очень бодрящая. В любом случае, спасибо, Власинское езеро. Да, Власинское озеро. Спасибо тебе, было очень круто. Да, возможно, мы встретимся еще раз. До встречи, друзья. Увидимся в следующем видео.